всю жизнь Цунами прожила с родителями на горе Камарэби. Каждый раз, когда она смотрела на город с вершины, она представляла его живым организмом. Библиотека была головой, дороги венами, текущими по рукам улицам. Парки, полные деревьев, были легкими, которые насыщали организм кислородом. А сама Цунами мечтала быть сердцем, снабжающим город жизнью. В университете лирические фантазии Цунами дополнились практическими знаниями об основах управления и градостроительства. И она вдруг поняла, что прошлась бы по городу разрушительной волной, сметая все на своем пути, и отстроила бы заново, так, как велело бы ее пылающее сердце. Именно тогда Цунами в полной мере осознала значение своего рокового имени. Мечта о собственном городе-организме не давала ей покоя. И, наконец, Цунами нашла место, где смогла бы воплотить свои планы в жизнь и стать самым настоящим сердцем своего созданного мира. Друзья, всем привет! Привет! Вы на канале «Не без разницы», с вами Стас и Лёша. Ну что, мы начинаем на нашем канале новый челлендж под названием «Построй свой город». Ура, ура! Главные зачинщицы и идейные вдохновительницы этого челленджа Джакаста, Фокси Рокси и Аврора Гейм. И мы им очень благодарны, потому что проект спасибо. Этот очень и очень интересный. Ну просто действительно, очень увлекательно. Главная идея этого челленджа – построить собственный уникальный город, управляя при этом всеми семьями, которые будут в нем селиться. Сейчас мы с вами увидели историю основательницы нашего городка, ее зовут Цунами, и давайте посмотрим, как же она стала такой, какая есть сейчас, ну и заодно расскажем о правилах. Итак, наша Цунами Мураками, как основательница, должна отстроить совершенно пустой город без единого... Давай, еще раз. Да, наша Цунами Мураками... Мне нравится ее имя. Цунами Мураками. Ладно, рассказывай о правилах. Да, в общем, она, как основательница, как мэр, должна отстроить совершенно пустой, чистейший город без единого общественного участка или жилого дома. Да, по условиям челленджа Цунами Мураками приобретай. Почему ее так смешно зовут? Цунами Мураками. И по условиям челленджа Цунами... И при этом по условиям челленджа наша Цунами Мураками приобретает себе понравившийся участок, где она будет жить, и при этом ей дается бюджет, небольшой, всего лишь 3000 симиллионов. Крошечный. Играть мы будем ею одну сим-неделю, и за эту неделю она должна выполнить свою первую цель – построить парк с минимальным набором предметов, указанных в требованиях к общественному участку парк. Кстати, стоит отметить, что для строительства парка свои кровные денежки тратить не нужно. Государство об этом уже позаботилось, и по специальной программе «Поддержка молодых градостроителей» готова подарить любой понравившийся участок для парка совершенно бесплатно. Также за эту неделю Цунами Мураками должна привлечь в город новую семью, для которой приобрести участок за сумму, выставленную на продажу самой игрой. А вот где брать монеты, это, конечно, вопрос. В этом и состоит загвоздка, но мы думаем, наша Цунами Мураками должна будет справиться со своей задачей. Кстати, новая семья въедет в город непростая. Она будет выбрана рандомно согласно описаниям семей, указанным в правилах челленджа. С подробным описанием правил и семейств можно ознакомиться по ссылке в описании к видео. Может выпасть семейство мастеров или даже архитекторов. А может и страшных интриганов, которые всячески будут мешать развитию городка. А есть и такие семейства, которым дана цель – построить, например, музей или ресторан, а может и салон красоты или караоке-бар для развлечения жителей. Как только семья въедет в город, следующую сим-неделю мы будем отыгрывать за нее. И так пройдемся по кругу по всем нашим жителям, пока, наконец, не вернемся к основательнице, к Цунами Мураками. Интересно, что количество членов семьи тоже будет выбираться рандомно.
как покажет рандомайзер. Но семейства тоже не будут сидеть без дела. Они начнут помогать в строительстве города, вкладывая заработанные своими силами деньги в общественные участки. То есть станут такими инвесторами активными и будут напрямую участвовать в развитии города. Ну, за исключением, конечно, злодеев. Ну, они тоже будут принимать участие, ну, скажем, не в развитии, но в деградации города точно. При этом семье также предоставляется бюджет в размере 3000 миллионов и плюс по 1000 за каждого члена семьи. Ну и это еще не все. Нашей Цунами, как основательнице, нужно провести в город коммуникации, канализацию, электричество и водоснабжение. На каждую коммуникацию нужно потратить по 3000 симулеонов, а пока все участки в городе будут иметь испытания, жизнь без удобств и простая жизнь. Это значит, что даже еду без собственного урожая приготовить нельзя. Новая переехавшая в город семья также не будет иметь удобств и коммуникаций. И лишь когда основатель приобретет все коммуникации, тогда каждая из семей сможет провести их на свои участки. Ну а для этого придется раскошелиться и заплатить по 1500 миллионов за каждую коммуникацию. За воду, за электричество и за канализацию. Но вот незадача. Городок-то у нас новый, пустынный, и поэтому мебель и все необходимое придется приобретать лишь по тем дням, когда отсюда в развитые города ходит автобус. А это лишь воскресенье, вторник и четверг. И именно в эти дни наши симы смогут не только приобрести что-либо в другом городке, но даже выехать куда-либо за пределы своего. Все ограничения, связанные с автобусом, будут сняты, как только в нашем городе будут проживать как минимум 4 семьи и стоять минимум 2 общественных участка, не считая парка. Зато разрешен заработок в магазине Тренди. Но покупать в нем наряды можно не больше одного раза в сутки, а выставлять их лишь с тысячной процентной наценкой. Как правильно? Тысячепроцентной наценкой. Итак, Цунами за челлендж необходимо не только построить город, но и выполнить жизненную цель, мировой друг. Плюс ко всему, ей нужно начать карьеру политика и достичь 10 уровня, дослужившись до мэра города. Ну что ж, это основные правила. Я, в принципе, вроде как их закрепил. А ты? Я тоже. Ну, начинаем отстраивать город. Да, ведь Цунами так хотела быть сердцем города, в котором бурлит жизнь. Поэтому самое время начинать. Ну что ж, мы решили выбрать город Виллоу-Крик для застройки. И не просто так, потому что этот город располагает вполне себе нормальным количеством участков. Ну да, мне кажется, это достаточно такой оптимальный вариант, потому что самый, конечно, большой здесь городок из предложенных в этом челлендже — это Винденбург. У него много участков, но все-таки там, наверное, нужно придерживаться какой-то определенной концепции. Он выполнен в таком европейском стиле, и вот на заднем плане вот стоят вот эти макеты домов, и нужно как-то все равно придерживаться такого вот стиля. А здесь Цунами Мураками может строить вообще все, что захочет и в каком... Здесь, в принципе, можно стиле, поэкспериментировать как с он захочет. архитектурой, потому что, смотрите, город разделен на такие зоны, на райончики. острова. Да, и то есть, вот, например, который на самой такой набережной, это такая самая элитная зона, ну, одна из элитных зон. Ну, это как центр городка. Да. Дальше, вот, левее, выше, тоже такая. А вот, наверное, вот это самая элитная зона. Посмотри-ка, здесь участки стоят 8500, 10 тысяч, 8500, в то время как здесь по 4000. Да. А вот повыше? Здесь По по 5500. Да, ну здесь поменьше, чем в этой Значит, части. распределяем так. Значит, вот тут самая элита. Элита. Здесь центр. Вот здесь для такого обеспеченного класса. Здесь. Правее для среднего. И здесь совсем это... бомжатник. Ну да, смотри, здесь вообще по 1500 стоит. Тут просто караул. Вот, в общем, мы решили выбрать Виллоу-Крик. Цунами сюда уже переехала практически. И что мы сделали? Убрали, во-первых, все здания, которые были в городке. Все долой. И даже переименовали все участки. Теперь у нас они не имеют никаких наименований, все эти участки. Они просто называются участок 1, участок 2, участок 3, участок 4. И самый последний у нас участок номер 21. У нас 21 участок, который все нужно просто застроить здесь. Я в предвкушении. Только, конечно, предстоит большая нам работа. Большая. Да. И на каждом из этих участков
они все имеют статус жилых домов, выбраны уже испытания. Простая жизнь и жизнь без удобств. Ну, так будет удобнее. Когда семьи будут сюда приезжать, у Так них будет уже удобнее. Жизнь без у удобств, всех- так будет удобнее. Я Да. имею в виду для челленджа. Уже у всех будет выбраны вот эти все специальные испытания. Ну что, поскольку у нас здесь элитная зона, я думаю, наша цунами должна переехать именно сюда. Вот в этот Я участок. абсолютно согласен. Поехали. Да, давай. Итак, наша цунами Переехала. накрыла огромной своей волной, своей мощи, своего потенциала этот городок. Переехала на новый участок. Кстати, достаточно элитный, действительно. Посмотри, здесь какой подъезд к ее будущему дому, а и вот сам участок. Достаточно большой. Много зелени, хороший подъезд, что тут И еще? вот здесь еще находится какой-то участок, прям в низине в такой. Может быть, она здесь организует, как мэр города, какую-нибудь ратушу. В дальнейшем. Я хочу, чтобы... Ну да, ратуша это что? Это административное здание, администрация Да, да, города. да. Вот я, да, думаю, что какую-нибудь администрацию нужно. Мгм. Итак, переехала она у нас на свой новый участок, бедная несчастная. Вроде бы жила в обеспеченной семье, а теперь просто В буквальном смысле бедная, у нее 3000 денег. Это приехала просто куда сюда, вообще и такое? здесь ничего нет, пусто. Да, у нее 3000 денег, но надо воспользоваться случаем. Сегодня воскресенье, а это значит, что именно сегодня, в этот день, ходит автобус. Ну, автобусы уж точно с 8 утра начинают ходить. Но до 8 утра, я думаю, она сделает что-нибудь. Будем надеяться, что можно отправить с автобусом в город, и тогда уже заработать немного деньжат. Я предлагаю сразу поставить ей столярный верстак. А сколько он стоит вообще? Сейчас посмотрим. А что им можно делать вообще? Потому что, вот мне кажется, столярный верстак, Он же очень Станок. дорогой. он будет именно вот таким вот воплощением строительства. То есть она здесь будет работать на этом столярном верстаке, будет делать какие-то предметы, и тем самым как бы она будет возводить уже свой новый дом. Сейчас мы его поставим, Ну, это и же сразу как-то- отправим ее сюда, на него работать. То есть она будет создавать здесь какой-то предмет, правилами челленджа это, кстати, не запрещено, и этот предмет можно будет продать, но, я так думаю, все-таки в определенные дни, когда ходит автобус у нас. Вот у нас на участке появился теперь Просто верстак. 750 миллионов мы... Ну, ничего страшного, эти деньги окупятся. Ну И что, уверенной походкой. уверенной походкой цунами направляется... А что она, это, надо ее переодеть. Подожди, она еще не знает, как себя правильно вести. Я думаю, она переоденется в скором времени. Ой, она уже хочет у нас Питаться. питаться. Ну, конечно, время завтрака, а, собственно, ничего нет. А чем она могла бы у нас питаться? Слушай, а у нас еще время-то осень. Первый день осени, между прочим. Кстати, да. Осень тоже у нас не просто так Не просто была так, выбрана. чтобы было посложнее, Да. чтобы просто... Чтобы был стимул у нашей цунами проводить все коммуникации в город Как можно быстрее. перед началом холодов. Но раз сегодня воскресенье, я думаю, она же может из города заказать, например, Пиццу. фрукты и овощи какие-нибудь, чтобы могла на участке сразу посадить. Правильно? Персонажу не очень нравится возиться с гвоздями и молотками. Интересное дело. А как ты хотела? Ты хотела строить город. Как это тебе не нравится? Любишь Стоит ли кататься? персонажу перестать себя мучить и признаться, что ей не нравится механика? Нет, нет, милая. Да, любишь Тебе кататься, всё люби нравится. саночки возить. Все тебе нравится, милая. Вот, смотри, она сделала очень красивый предмет, который можно продать. Это Как это называется? скульптура лошади. А приблизь, можно посмотреть скульптуру лошади? Можно, давай-ка Хочется посмотрим. насладиться. Очень красиво Слушайте, ну я получилось. тут вижу лошадь. Лошадь, определенно. конечно, такая Это современное искусство. немного просто. уставшая. Да. Что она немножко развалилась на части. Ну, вот такое современное искусство, а что вы хотите? Лошадь, между прочим, стоит 10 миллионов. Неплохо. Скоро и Она отобьем потратила на стол нее верстальный. 5. Ну, Нет, она и так и потратила 10. В общем, не окупилось ничего. Ну, первый блин комом. Ну что, цунами удалось купить
фрукты для новичков и овощи для новичков. Сейчас она начнет Благо их как раз воскресенье. сажать у себя на участке. Потому что она уже голодная, а здесь есть негде, да? Здесь вообще есть где-то поблизости гриль? Она сможет охотиться на кроликов там или, не знаю, на уток? Вот Девочка она ее ходит может, эту здесь. девочку, это... А вон, смотри, уточки летают. Яблоня пока еще не выросла. Так, будем знать, что возле дома растет яблоня. Есть еще львиный зев. Надо бы тоже собрать А это вот, растение. А здесь а рыбу смотри, тут можно рыбу ловить. можно ловить. Но Да. ее, наверное, нельзя есть. Почему нельзя? А почему нельзя рыбу есть? На Либо костре на зажарить и костре. все. Может быть, на костре можно ее зажарить. Да. Да? Сейчас она Кстати, попробует. а тут есть, может, мусорки какие-нибудь, урны, свалки? Может, она себе найдет Это надо ехать в полакомиться, другой чем-нибудь город. поживиться. Кстати, и надо сегодня съездить в город другой обязательно. Потому что сегодня воскресенье, да? Да. А завтра она уже тогда займется строительством вплотную. Да, надо поехать будет в город, порыться во всяких мусорках, и, может быть, там как раз что-нибудь поесть. Потому что здесь она есть не сможет. Здесь у нее поблизости нету ничего. Бедная цунами, придется ей обрушиться своей могучей волной на мусорке. У нее даже еще нету стены дома. Хотя бы одной. Ну, не сразу строятся дома. Да. Сначала фундамент, на котором ты будешь твердо стоять. Потом стены возводятся, потолок. И так, шаг за шагом. Что... Она осознает, что в последнее время все идет не так. Одна неудача сменяется другой. Но ты только приехала, какие у тебя неудачи? Все говорят, что ты ничего не узнаешь, если не попробуешь, но никто не говорит о том, как ты себя будешь чувствовать, если попробуешь и потерпишь неудачу. Что-то она не может разочаровываться больше в чем-то. Ну, если не может она разочаровываться, то и, пожалуйста, не Она сделала разочаровывайся. еще одну такую же красивую скульптуру лошади. Просто потрясающе. Давай посмотрим, что у нас здесь за семена. Зеленый горошек есть, болгарский перец, можно его сразу съесть. И один виноград можно съесть. Бананы сейчас посадим. А что Как-то такое? она не дав... Месть природы. Почему? Злопамятные овощи, попранные и поглощенные, дали последний бой, устроив войну в желудке. Добежать до унитаза. А что с ней посчастливее. случилось? Как Живот это прихватило, ну каким что? образом? Она вроде бы у нас нет у нее таких черт характера, из-за которых могло бы такое случиться. Ну, видишь, все Но может тем не менее, произойти. Виноград тем более. Ягода коварная. Ну что, давай сажать. Вот в таком вот она у нас плохом настроении будет сейчас заниматься садоводством. Ну а что делать? Надо же как-то уже с чего-то начинать. Да, возделывать пора уже землю. Она сама хотела стать градоуправителем Или градом-учителем. или градомучителем. Ну, скорее, пока ее будет град мучить. Ну, посмотрим, кем она станет у нас. Теперь она хочет еще в туалет. Но Туалета-то пока нет. Ведерко надо поставить. у нее какое-нибудь. есть все-таки 2000, которые можно потратить. Давай ей хотя бы пару стен возведем, чтобы можно было где укрыться. А то все-таки осень, мало ли еще дождь пойдет. Ну да. Слушай, а у нее так естественная нужда быстро уменьшилась. Это, наверное, вот из-за фруктов, которые она поела. Да, покажи домик, Мы который ты... поставили прям на самом-самом краю ей небольшой... Я просто не домик. понял, почему Стас решил, мы сейчас как бы... Быстрее в туалет. Не удалось поставить унитаз, просто не хватило денег. Поэтому пришлось поставить этот дешевенький куст за 55 симиллионов. Но хотя бы в куст можно сходить в туалет. Смотри, она, главное, чтобы успела добежать. А что значит пришлось? Ведь можно было душ... Она не успела.
Вот, видишь, для чего нужен душ. А ты говорил, для чего ей душ. Интересное дело, для чего. Вот она туда и пошла. А она сможет вообще в душ А как она сходит, если у нас нет воды? Душ с прохладной водой. И что происходит? А, есть вода? Она принимает душ. А как это так? Я не знаю, у нас установлено на участок без удобств. Может быть, здесь в какой-то определенный период времени бывает вода или ее ограниченное количество. Но, тем не менее, у нее пока это выходит. Вот, смотри, она смогла принять душ, но гигиена полностью у нее не восполнилась. Но я думаю, мы не будем тогда с этим сейчас заморачиваться, да, потому что надо все-таки каким-то образом искать деньги. Но вот такой вот первый день, а как ты хотела? Интересное дело. Да, но, наверное, она не кустики удобрять-то все-таки хотела, даже не удобрила его, по сути. Так, ей надо закончить высаживать культуры и пойти. Ехать в город, да, надо покопаться в мусорках. Это хотя бы одно из таких вот средств, где можно что-то найти. Может быть, даже какую-то еду. Бедная несчастная. Потому что ей в любом случае нужны деньги, чтобы работать на столярном верстаке. Ну и Слушай, строить мы себе просто дальше огромные здание. деньги на него потратили. Он нужен. А Я тебе говорю, это окупится. она сделала просто две прекрасные фигуры лошади, которые общественность не оценила. Смотри, как у нее в настроении, в эмоциях дары природы, поедание собранных фруктов и овощей, то есть она вдохновилась этим, и одновременно сразу у нее это вызвало и дискомфорт. Такая она противоречивая, конечно, у нас натура получилась. Да. Ей снова надо в туалет. Да что ж Опять? такое? Вот это почему-то из овощей. Что вообще могло такого произойти? Или это из-за боязни неудач? Ну, разнервничалась, Это её конечно. Разнервничалась. Тянет. Наверное, все-таки она приехала в город и подумала о том, что мало ли у нее теперь ничего смотри, не получится. как это все происходит. Ну да. Все? Да. А, и теперь куст будет такой. А навсегда в него... А его можно убрать? Почистить там как-нибудь? Ой, у нас уже начинают расти, смотри-ка. Но со временем он почистится сам. Ну что, я думаю, надо ехать. Вот куда она приехала. Да, так себе Да, атмосфера. Слушай, я предлагаю выпить нам за удачи. смотри-ка, она зря сюда приехала. Почему Вот зря? тебе и за удачу. Не успели мы выпить, потому что в этом мусорном контейнере ничего нет. А мы сегодня чай пьем. Да, чай. Ну, слушай, надо, значит, другие искать мусорные контейнеры. Вот в этих каких-то можно Здесь где-нибудь. покопаться нельзя. А вот тот вот. Вот там. А вот почему он может здесь что-то искать? Может быть, его прогнать надо? Может быть, из-за него она не смогла сюда попасть? Ну. Так, слушай, у нее... А вот это вот блестит, вот эта штука, коробка какая-то. Тут ничего нельзя найти. Нет. А, она тут Ничего, может поспать все-таки нету только. здесь ничего. Так, а куда нам еще можно отправиться? Есть тут еще мусор где-нибудь? Поехали дальше. Поехали. Так, Давай, эта скорее, мусорка пока цунами. свободна. Быстрее, быстрее, надо Что бежать. это вообще за город? Чудовищный какой-то. А мы бы могли в Ну, него это такой заселиться? городок. Нет, по правилам челленджа сюда заселиться А нельзя. посмотри на воду. Ну да, вот Город такой промышленный загазованный. город. Да, ужас. Ну-ка. А посмотри, что там на заднем плане в городе, видишь? Там всякие заводы какие-то, Контейнеры. Ну, это... промзоны. М. Так, ты пока нам не мешай. Это был колодец желаний в прошлой жизни. Цунами извлекает 10 симулионов. Вот это вот действительно настоящий колодец желаний. Ну что, она смогла найти 10 симулионов у нас Подожди, за это сегодня. все? Подожди, ну надо как-то не останавливаться на достигнутом. Все, Кажется, ей дурно. все, здесь больше нет Она ничего. может от своей грязи в обморок упасть? А смотри, у нее жуткий
дискомфорт, отвратительный воздух в этом городе. А это что такое? Только из мусорного контейнера. Только вылезла из мусорного контейнера она. Ну да. Бедная, вы посмотрите на нее. Как мне ее жаль. Тут есть еще одно коллективное пространство, вот с такой вот стоящей мусоркой. Тогда быстрее отправимся туда. Я смотрю, здесь симы все-таки какие-то мусорные обитают, да? Смотри, они все копаются в помойках. Надо ей быстрее занимать. А здесь тоже ничего нет. Почему ничего нет? Вот такой вот у нее насыщенный день. Но хотя бы здесь можно воспользоваться водой, помыть руки в И раковине. почистить зубы. И зубы почистить, ну немножко хотя бы. А что, почему ты сюда не можешь попасть? Нельзя сюда, что ли? А, это мужской туалет, потому что... А. И везде мусор. А что, всего лишь 3 помойки на весь город, где можно чем-нибудь поживиться? Неужели больше... Это что, Дедушка Мороз? А Дед Мороз каким-то образом смог туда залезть. Да, вот чем Дедушка Мороз Очень хороший мусорный контейнер. летом. Интересно, а у себя же можно тоже дома его поставить, такой мусорный контейнер? Может быть, она там могла бы копаться каждый день? Просто в качестве хобби. А, кстати, раз она живет в Виллоу Крик, нам уже говорили, что там можно и лягушек поискать. Ей надо поискать лягушек, и раз в день их можно будет размножать. У себя в инвентаре. Она могла бы стать француженкой и наслаждаться лягушачьими лапками. Она бесконечно чистит зубы, моет руки. А почему Бедная она наша цунами. о том парне думает? Она хочет с ним стать друзьями, потому что у нее цель жизненная. Она Мировой могла друг. у него денег попросить? Вот это вопрос. Может быть, надо его к себе пригласить на участок, немного с ним поговорить и попросить денег. Ну что, может быть, Дед Мороз что-то выкинул, какой-нибудь подарок. Да, Дед Мороз, может быть, оставил нам подарочек какой-нибудь. Давай, цунами. Ищи еду, Давай. ищи мебель. Ну, Так, зачем Дедушка все Мороз, подходят? Не мешай пока, да. Дед Мороз. Слушай, а мне так Вообще еще не для нравится, тебя. как у них ноги торчат из этого мусорного контейнера. Знаешь, когда коты не могут протиснуться в какую-то... Краска. Ну, хорошо, это уже неплохо. Печенье. Печенье Ух ты. скаутов. Эко-программы. Посадка деревьев в рамках эко-программы выполнена успешно. Это вот это зеленый город. О да, он нам очень нравится. Дедушка Мороз еще вынес мусор. Это новый подарок. Новый подарок Дед Мороз принес. Дед Мороз, ну не мешай пока, вообще не Да для он не тебя, мешает, ну, он слушай. наоборот нам это просто в мешке подарок принес. Как можно на него ругаться? Он Только- пытается ее отвлекать, и у нее времени нет, ей еще назад ехать. А до скольки автобусы, интересно, работают? Часов до 8, наверное, да? Вечера Ну, я или думаю, велосипед нашла. Посмотри-ка. как? Да, это хорошо. Быстрее, давай-ка еще, пока Дед Мороз не залез туда. А что не То, что нравится? ты делаешь, что Дед Мороз. Ну-ка, что она еще? Что-нибудь нашла еще? Обеденный стул. Супер. Все? Всё? Больше нету ничего. Ну, как говорится... Спасибо тебе, Дед Да, Мороз. как говорится... Да, что- чаевые. Мы ему Но должны она дать Не чаевые. будет ничего давать, у Да него с самой какой нет стати? денег. Поехали. Да, давай. Но мы в качестве эксперимента решили Вернуться на одну обратно на помоечку. набережную. Да. Здесь оказалось, что в помойке что-то появилось новенькое. А глянь, а помойка-то полная. Да. Краска. Да опять краска. Да зачем нам эта краска? А что, ее нельзя продать? А может быть как-то... Нет, просто выставить, переместить в мир. Очень мало времени нам остается на то, чтобы вернуться домой уже, я так чувствую. Ну еще поищем. Находит Тоже вторичное сырье, которое может ей пригодиться. Ну хорошо, допустим.
Ну что-то же. Эх, вот жалко Дедушки Мороза тут нет, не оставил нам подарок. А здесь и так уже за день помойка-то наполнилась, я Скамья. смотрю. Скамья парковая, заморская. Ну, в довольно сомнительном состоянии. Ну, хоть в каком-то. Ну ничего, она тоже подойдет. А это что за рыбка? Отличное Качество отличное, редкость обычная. 29 стоит. Нам надо домой вернуться и там продавать, наверное, да? Нам надо, кстати, домой быстрее возвращаться. О, 5. Колодец Колодец желаний. Быстрее еще ищи, пока не набежали. А то вот я смотрю, вот эта уже сюда пришла. Мне кажется, она очень хочет тоже залезть в помойку. Да, кстати, по ней Посмотри видно, на неё. да, что она хочет в помойку залезть. Ну. Вот через что ей приходится проходить. О, блестяшка. Слушай, она, смотри, весь контейнер перерыла. Почиститься она еще хочет. Но это желание, я думаю, выполнимо. Хотя воды же у нас нет. Ну, как-нибудь там что-то. Ой, Всё. офисное кресло. Офисное кресло. Все. Все, можно ехать домой. Наша цунами вернулась домой, наконец-то. Но все-таки вот эти вот контейнеры мусорные, большие, на первое время, наверное, самое прибыльное дело, да? Какое может Очевидно. здесь быть. Потому что на этой стамеске она, так сказать, денег не подняла. О, смотри-ка, что она сейчас делает. На своем новом велосипеде она С ветерком поедет прокатится. до душа. А Ну- смотри, какой неплохой велосипед она нашла. Ну, я думаю, с ним придется расстаться все равно. Ну, что тут сказать? Вот с таких низов начинает наш мэр. Она прям через стену смогла пройти, это хорошо. Ну, немножко она почистилась все-таки. И попробуем продать. Вот, 29. 75 ты! стоит краска. А это 10. Велосипед 50. Стоит ли его продавать? Может быть, она на нем поездит? Чего с ним, что делать с этим велосипедом? Куда она будет ездить? До Да души и 50 это обратно? же мало. Да пусть продаст. Нам нужны деньги. Так, офисное кресло. Ну, 245 супер. продаем. Лавочка 215. Стул обеденный 180. Ну, тем Ну не что, менее, как хотя говорится, бы, подняла бабла. хотя бы 800. Но она не поела. А У нее рыбу? есть какое-то печенье скаутов Оно испорченное. испорчено. А пусть она съест его. Она может Я его думаю, его съесть? надо оставить на завтрак. Или на ужин все-таки, ей же хочется поесть. Она уже хочет спать, но здесь не политый А чем огород. она поливать будет? леечкой. А где она ее возьмет? А вот, кстати, сейчас посмотрим, можно ли будет полить растения. Ну, видишь, получается. А, Какая-то вода все-таки у нее есть, но помыться полноценно она все равно не может. а если много раз подряд она будет мыться? А вдруг там вода закончится? Ну, мы сейчас, М. конечно, попробуем. Досуг. Смотри, А что вообще. я не пойму, что ей не весело-то? По-моему, день сегодня очень весело прошел. Досуг Если бы, падает. знаешь, если честно, если бы у меня так день прошел, я бы на досуг уж точно не жаловался бы. Я бы мог пожаловаться на все, что угодно, но только не на отсутствие досуга. Побывать в разных локациях, так сказать, в разных общественных пространствах. Испытать судьбу. Чем не досуг? Но принять душ она все еще может. Быстрый только душ. Быстро Мгм. ополоснуться. Ну, хотя бы так. Хочет есть теперь. Есть. Но это уже завтра. И спать. Ну, пора отправляться тогда спать. Пусть будет такой небольшой домик у нее стоять пока. Вот так вот прошел первый день Да, у нашей цунами. смотрите, она обзавелась столярным столом. Ну, будет на нем потихонечку работать. Сейчас есть деньги.
можно будет как раз потратить. Со временем это все должно окупиться. Обзавелась И немножко огородом. посадила огород. Вот, наверное, зеленый горошек она все-таки зря насажала здесь, конечно. Он Почему? весной только будет всходить. Смотри-ка, только весной. А, А сейчас у нас виноград осенью. Банановое дерево только летом. Это вообще, считай, через год. Ну, хотя бы виноград. на винограде жить. На винограде будет Да, жить. потом она обзавелась своим гнездышком уютным. Небольшое маленькое гнездышко с туалетом на улице. Эко-туалет, это называется эко-туалет. Но зато за сегодня она смогла надыбать себе, просто найти 800 симулеонов. Да, еще у Это нее на уже завтрак что-то. есть печенье Орео. Или что там было? Какое-то такое Да, похожее на какое-то Орео. печенье. Печенье скаутов. Да, оно испорчено, но Но она сможет им немножко перекусить. после в любом сегодняшнего случае. дня, мне кажется, ей уже не на что Слушай, жаловаться. а утром я предлагаю ей поставить все-таки костер маленький. Может быть, правда, она поймает рыбу и сможет пожарить на этом костре. Да, надо попробовать. Попробуем. Ну что ж, вот так вот из практически бездомных. Хотя, как бездомный? Вот стена есть, Кровать есть. да, и даже свеча горит. А пока горит свеча, горит и у нее в сердце огонь. И она не отчаивается и не прощается со своей мечтой. Вот, ну, собственно говоря, и мы не прощаемся с цунами. Увидимся с ней уже на следующее утро. Ну что, друзья, в скором времени мы продолжим с цунами-бураками наш челлендж и посмотрим, как и во что это все выльется и как обернется. Каких высот она достигнет и покорит ли она великую гору Фудзи. Ну все, пока-пока. Всем пока.